Импичмент президенту? На этот раз все может сработать. Главу страны собираются отправить в отставку за военное преступление. Масштабная эвакуация. Украина начала спасательную операцию. Жителей десятка населенных пунктов принудительно вывозят. В ядерный клуб вступила новая страна. МАГАТЭ бьет тревогу. Срочное заявление Генсека. Путин сдался? Кремль официально признал вину. Москва выплатит компенсацию пострадавшей стороне. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 16 апреля. Спасибо, что выбираете нас. Это правильное решение. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Дальше только о важном и интересном. Россия нанесла по Украине один из самых массированных ударов за последнее время. За сутки по стране ударили более 700 дронов и ракет. По украинским данным, 667 целей удалось сбить или подавить, но зафиксированы попадания на 26 локациях. Самые тяжелые последствия в Киеве, Одессе и Днепре. В Киеве уже 4 погибших и 60 раненых. Под ударом оказались жилые дома, гостиницы, автосалон, склад и детская площадка. Погиб ребенок. Среди пострадавших медики скорой и полицейские, приехавшие на места ударов. В Днепре и области 3 погибших, 34 раненых. Повреждены жилые дома, админздания, предприятия и машины. В Одессе, где самые тяжелые потери, уже как минимум 9 погибших и 23 пострадавших. Также удары и разрушения зафиксированы в Харькове, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, после атаки часть регионов остались без света. Украина пытается спасти своих граждан от постоянных обстрелов, но для этого правительство вынуждено пойти на крайние меры. На Харьковщине расширяют зону эвакуации. Фронт снова подбирается слишком близко. На Купинщине решили вывести людей еще из более чем 20 населенных пунктов. Причина простая и привычная для прифронтовой зоны. Постоянные обстрелы, при которых оставаться дома становится уже просто опасно. Самая большая волна эвакуации идет по Шевченковской громаде. Оттуда планируют вывести 756 человек. Также будут принудительно вывозить из 11 населенных пунктов Великобурлуцкой громады. Власти подчеркивают, когда речь идет о семьях с детьми, принудительная эвакуация – это не формальность, а попытка успеть спасти людей до того, как станет поздно. Стал известен чемпион по импичментам. По совместительству он еще и главный миротворец и идеальный переговорщик. В Конгрессе США уже официально запустили новую попытку отставки Трампа. Резолюцию внес демократ Джон Ларсон, и в ней сразу 13 статей обвинения. Автор утверждает, что президент подлежит импичменту за тяжкие преступления и проступки, от незаконной войны и злоупотребления силой до узурпации бюджетных полномочий, давления на систему правосудия и использования власти в личных интересах. Несколько статей авторы расшифровывают отдельно под формулировкой «война, сила, убийство, пиратство». Они имеют в виду развязывание войны и убийство десятков вероятных, но недоказанных наркоторговцев в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, совершение военных преступлений с нарушением закона, блокаду Венесуэлы и пиратство в открытом море и прибрежных водах через кражу венесуэльской нефти. Последний пункт о вознаграждении внутри страны и за рубежом автор объясняют тем, что Трамп, по их версии, не избавился от прямых или косвенных финансовых интересов в бизнес-проектах, которые связаны с использованием его президентского положения. При этом в истории США Палата представителей уже объявляла импичмент президентом, но Сенат ни разу не набрал 2/3 голосов для отстранения главы государства от должности. НАТО обещает Украине еще $60 миллиардов военной помощи в 2026 году, и это отдельно от 90 миллиардов евро кредита от Евросоюза. Об этом Марк Рютте заявил на заседании Рамштайн в Берлине. По его словам, эти деньги должны пойти туда, где сейчас решается все. На ПВО, дроны и боеприпасы увеличенной дальности. То есть союзники уже прямо называют не просто суммы, а главные инструменты, без которых Украина не сможет держать фронт и защищать небо. Жизненно важное военное оборудование от союзников по НАТО продолжает поступать в Украину, в том числе через инициативу НАТО PURL, которая обеспечивает поставки ключевых американских вооружений за счет финансирования союзников и партнеров. Поток поставок в рамках PURL продолжается. Я приветствую дополнительную поддержку, объявленную по итогам встречи.
Рюте отдельно подчеркнул и другую проблему. Сейчас слишком большое бремя помощи несет слишком малое число стран. Поэтому, по его словам, члены Альянса должны вкладываться пропорционально. Проще говоря, в НАТО хотят не только дать Украине новые деньги, но и заставить союзников делить эту нагрузку более равномерно. Диктатор дает заднюю. Москва все-таки заплатит Баку за авиакатастрофу. Азербайджан и Россия заявили, что договорились по вопросам компенсации после крушения пассажирского самолета «Азал», который разбился 25 декабря 2024 года возле Актау. Тогда Embraer 190 летел из Баку в Грозный, получил повреждения в российском воздушном пространстве и рухнул уже в Казахстане. Погибли 38 человек. Сумма и конкретные условия не раскрывают, но главное уже зафиксировано официально. Стороны признали, что самолет потерпел крушение после ненамеренного воздействия российских систем ПВО. История тянулась больше года и успела стать серьезным раздражителем между Баку и Москвой. Еще в 2025 году Россия пыталась закрыть тему через страховые выплаты и неравномерные компенсации. Но Азербайджан настаивал, это не замена ответственности государства. Теперь Москва фактически пошла на официальное признание своей вины в той части, где речь идет о ПВО и компенсации последствий. Пока мир следил за Ормузом и переговорами, у Ирана, похоже, уже был свой глаз в небе. Financial Times утверждает, что Тегеран еще в 2024 году тайно получил китайский спутник-шпион и с его помощью следил за американскими базами на Ближнем Востоке. По данным издания, спутник использовали для съемки объектов в Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейне, Ираке и других странах. Как раз примерно в те периоды, когда там происходили ракетные и дроновые удары. Если это правда, речь идет уже не просто о помощи Ирану технологиями, а куда более серьезном уровне поддержки. Financial Times пишет, что доступ к связанным с Китаем наземным станциям мог дать Тегерану возможность управлять спутником глобально. Но здесь есть важная оговорка. Reuters передал эту информацию со ссылкой на Financial Times, отдельно подчеркнул, что не смог независимо ее подтвердить. Официально ни Вашингтон, ни Пекин это тоже не подтвердили, а китайское посольство назвало такие сообщения дезинформацией. Не все так просто с Новой Венгрией. Петер Мадьяр дал понять, если нефтепровод «Дружба» снова заработает, Орбану придется снять вето с кредита ЕС для Украины. Виктор Орбан одобрил займ и во время избирательной кампании заявил, что пока нет нефти, не будет и денег. В течение следующих 30 дней правительство Орбана все еще будет работать. Поэтому я думаю, что если «Дружба» возобновит работу, Виктор Орбан снимет свое техническое вето. Речь идет о 90 миллиардах евро кредитной поддержки для Украины. Сейчас на паузе. Остается только один элемент этого пакета – поправка к бюджету ЕС, для которой нужно единогласное одобрение. И именно здесь Венгрия пока держит стоп-кран. Мадьяр при этом подчеркивает, что возобновление поставок нефти по «Дружбе» крайне важно и для самой Венгрии. На фоне этого Зеленский уже заявил, что трубопровод должны отремонтировать до конца апреля, а в Еврокомиссии говорят, что первый транш Украине могут выделить уже во втором квартале 2026 года. Северная Корея, похоже, резко ускоряет движение к еще более опасному ядерному статусу. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что КНДР добилась очень серьезного прогресса в наращивании возможностей по производству ядерного оружия. Речь идет не только об активности на ключевом комплексе в Йонбьоне, но и о, вероятно, новом объекте по обогащению урана, который может расширить выпуск оружейного материала. Нам удалось подтвердить, что наблюдается быстрый рост активности на 5-мегаваттном реакторе в Йонбьоне, а также работы перерабатывающей установки легководного реактора и активация других объектов помимо Йонбьона. Все это указывает на очень серьезное увеличение возможностей КНДР в области производства ядерного оружия, которое оценивается в несколько десятков боеголовок. Отдельную тревогу вызывает новое строительство. МАГАТЭ зафиксировала в Йонбьоне новый объект, который по внешним признакам похож на цеха по обогащению урана. Анализ спутниковых снимков, на который ссылается Центр стратегических и международных исследований, показывает, что строительство такого объекта, вероятно, уже завершено. При этом Гросси отдельно сказал, что пока нет доказательств использования российских технологий в северокорейской ядерной программе. Но сразу добавил, делать окончательные выводы пока рано.
В Таджикистане расследуют смерть 25-летнего срочника Исрафила Азимзады, который умер примерно через 2 недели после начала службы в пограничных войсках. Похороны прошли 14 апреля в его родном районе Рудаки. Военная прокуратура подтвердила, что ведет расследование. Родственники считают, что перед смертью его могли жестко избить. По их словам, он добровольно ушел в армию 1 апреля, уже 9 апреля оказался в больнице в тяжелом состоянии, а 13 апреля умер в реанимации. Семье сообщили версию о падении с 4-го этажа, но близкие ей не верят. После инцидента солдат привезли в больницу и показали Исрафилу. Он указал на 3-4 человек, заявив, что они его избили. Также он опознал тех, кто оскорблял его. Расследование продолжается. Виновные будут привлечены к ответственности. Источник радио Озоди в военной прокуратуре также сообщил, что в деле фигурирует несколько военнослужащих, которых подозревают в избиении и жестоком обращении. История быстро стала еще тяжелее из-за того, что близкие сначала позвали журналистов, а потом отказались говорить, сославшись на давление со стороны неизвестного человека. По словам родственников, тело доставили домой глубокой ночью и потребовали как можно быстрее провести похороны. У погибшего осталась жена и 6-месячная дочь. Такие случаи в таджикской армии происходят не впервые. По данным омбудсмана Таджикистана, только в 2023 году в армии зафиксировали 40 смертей военнослужащих. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о большой утечке из Кремля. То, что десятилетиями прятали под грифами, внезапно стало публичным. Параллельно Трамп играет в двойную игру с Китаем. На словах угроза войны, на жестах ожидание объятий от Си. Пока Пентагон перебрасывает войска и поднимает ставки. На этом фоне союзники готовят Киеву масштабный пакет: дроны, артиллерию и ПВО. И отдельно танцы на костях. Российские идеологи придумали новую провокацию для Польши. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.